Татьяна Шульженко. Уроки, конечно же, понравились. Все кажется так легко и просто. Меня удивило, что в начале работы крыши Гурзуфа, речь об этом уроке, вы белила во все добавляли, и даже в крыши. Меня учили, что сначала делать подложку без белил, иначе будет грязь, а со вторым слоем уже можно. А вы тут сразу в замес пошли смело. Но если я вижу определенный тон и цвет, почему бы его сразу не замесить и положить в холст? Ведь я экономлю время. То, как вас учили, тоже может быть. Более того, можно закладывать без белил, действительно, любые цвета прокладывать, с тем, что потом ты их будешь вторым этапом уточнять и брать точный цвет. Тогда первое, вот это прокладывание, да, какое-то сумасшедшее может быть, ведь оно будет оттуда пробивать, ты же касаешься, например, легко, и с учетом того, что это будет проглядывать, можешь прописывать уточнения со случайными такими вот ходами, связями. Это создает дополнительный живописный такой вот кураж, атмосферу. Приемов всяческих много. Главное не в этом. Главное видеть, замечать и сравнивать точно, выкладывать то, что ты видишь, в холст. Сделать замес и в холст. Если этот замес получается неточным, мы видим, что вот положили не туда, счистить и по новой. Добиваться, пока он будет точным. Это крайне важно. Epic Punch слышал такое мнение, что на холсте в работе не должно быть более 5-10% белого цвета. А я так понял, чистого или приближенного. Или вообще чистого, не должно быть чистого цвета, да, белого. Подскажите, пожалуйста, как быть с этим цветом, какая его роль основная, и можно ли в работах использовать чисто белила без замеса. Я стараюсь все-таки в белила что-то добавлять. Тогда происходит работа белил вместе с каким-то цветом, легким совершенно. Вот прям чуть-чуть на краешке мастихин, на кончике вот добавил в белил, уже цвет. Так вот этот цвет работает с соседним сильнее, чем просто белила соседним. Вот просто белила не работают, а цвет с цветом работают. И тут огромный диапазон возможностей для экспериментов между дополнительными цветами, контрастными цветами. Вы ведь можете усиливать контраст за счет вот этих добавлений в белила какого-то цвета. Майя Линда, понравилась идея писать свет. Вы работали в США, подружились ли вы с американскими художниками? Ну, с ними нельзя не подружиться. Это чрезвычайно доброжелательные, и очень люди радушные, готовые помочь. Селили меня, кормили меня, возили меня, все, что и на выставки водили. Это, конечно, совершенно замечательно. Это друзья настоящие. Я жду, когда будет возможность поехать снова в Америку. Ведь у меня были запланированы классы в 2020 году, летом. Случилось, уже билеты были куплены, уже люди ждали меня. А тут пандемия случилась и поломала все рейсы, вообще все отменились, и все забомбилось. Ну, я надеюсь, что мы вместе с вами дождемся возможности, когда я приеду и будем писать по-настоящему. Борис Марковкин очень потянуло на фигуру. Скажи, пожалуйста, уроки по рисунку фигуры и дальнейшее их применение в больших цветных работах — это об этом история, об этом. Прям как переключила меня в последнее время. Это хорошо, Борис. Хочется фигуру в формате и экспериментов, и поисков. Пейзажи, видимо, временно так скучноватые. Хочу зациклиться на рисунке и живописи. Фигуры блестящие. Блестящие. Все как-то не решался, а сейчас прорыв. Порыв, соответственно, и страх пропал. Замечательно, Борис. Я советую ходить в рисовальную школу, потому что, ну, чтобы фигуру рисовать, нужно сначала детали. Там, стопа, кисть руки, в нескольких ракурсах. Голова, череп, все это в ракурсах разных. Потом уже фигуру.
Гипс сначала, конечно же. Ну и потом, когда длительные рисунки уже будут, вы почувствуете, получаться, то больше и больше делать набросков обнаженной модели. У вас там в Петербурге, конечно же, это масса целых возможностей приезжать и делать раз в неделю на наброски. Можно в разные студии ходить и работать чаще, чем раз в неделю. Обратите внимание на мои уроки по рисунку, по наброскам обнаженной модели. Это очень поможет. Новогодние подарки продолжаются. 40% на 3 урока по наброскам карандашом. Научиться рисовать обнаженную модель в ракурсе, в сложном движении – это чрезвычайно важная вещь. Ведь тогда вы сможете нарисовать все, что угодно. Посмотрите анонс одного из уроков и заходите на сайт. Друзья, я подготовил к выпуску 3-й урок по наброскам карандашом обнаженная модель. Фигура в движении – это очень интересно и важно. Фактически я объясняю, показываю структуру, как мыслит, как видит художник, когда рисует сложный ракурс. Вы увидите и сможете прочувствовать 2 позы, сложные позы. Вы можете взять бумагу, карандаш и, следуя инструкциям, прямо вместе со мной рисовать и понять, как это делается. Грудная клетка здесь будет вот в таком развитии. Эта мышца будет растянута, эта сокращена. Я уверяю, у вас получится сразу с первого раза понять, как рисовать объем. Есть один небольшой секрет. Я наглядно его показываю, как им владеть. Ваше дело взять его на вооружение. Главное, чтобы не была большая голова или большие кисти рук, очень внимательно следить за соразмерностью, за пропорциями. Вы знаете, рисунок – это основа живописи, им нужно владеть в совершенстве, к чему вас призываю. Почему обнаженное тело? Потому что сложное. Потому что, научившись рисовать эти сложные объемы, мы можем научиться рисовать все, что угодно. Присоединяйтесь к нашей команде рисовальщиков. 3-й урок, ссылки под каждым видео. Мичаэл Муви 9185. Налобники бывают с теплым и холодным светом. Их даже иногда так маркируют. Какой бы вы посоветовали? Более холодный или более теплый? Конечно, более холодный. Если более теплый, будут пропадать желтые теплые цвета. Вы их не увидите, когда будете писать. Я предпочитаю холодный, так что не ошибетесь, советую. Алекс 2 Сандер. Почему-то не видел у вас городских пейзажей Москвы. Пишите в основном Гурзуф, академичку и за границей. Неужели в Москве мало интересных мест? Алекс Сандер 2. Ну вот как-то для меня мало. Если есть что посоветовать, посоветуйте. Но тем не менее, все что-то есть написанное в Москве. Я в конце ролика покажу вам несколько работ. Помню, кто-то написал про архитектуру Москвы, что ее строил, Москву, пьяный кондитер. Мне очень понравилось. Если за главное взять свет, который мы пишем, и когда есть солнце, а в Москве 100, по-моему, 60 солнечных дней в году всего, поэтому редко бывает, то когда пишешь свет, можно, конечно, найти интересные места.
мне приходит вопрос о том, что такое настоящая живопись. Я уже делал на эту тему видео 960-е. Баннер с этим видео появится в конце заставки к этому ролику. Посмотрите его, будет интересно.